И вы снова на канале Клубок желаний. Сегодня мы с вами научимся вязать перекрещенные петельки. Свяжем резинку 1 на 1 из перекрещенных петелек всеми тремя способами: классическим, восточным и бабушкиным, поворотными рядами и по кругу. Внимательно рассмотрим, как меняется петелька. Так что, девочки, давайте вязать вместе. Нужно запомнить главное правило. Чтобы провязать не перекрещенную петельку, ее нужно провязать за правую стеночку. Неважно, как она находится на спице, перед спицей или за спицей. А чтобы провязать перекрещенную петельку, ее необходимо вязать только за левую стеночку. Также неважно, где она находится, перед спицей или за спицей. Здесь я буду провязывать перекрещенные петельки бабушкиным способом. И обратите внимание, что я вяжу поворотными рядами, так как при провязывании петель по кругу петли будут лежать совершенно по-другому, и провязываться они будут также по-другому. Лицевая перекрещенная петля бабушкина вяжется за левую стеночку. Левая стеночка у нас находится перед спицей. Спицу нам нужно ввести вот так вот слева направо. И подхват ниточки ниже спицы. И мы получили перекрещенную лицевую петельку. Чтобы провязать изнаночную петельку перекрещенную, нам нужно ввести спицу сзади за левую стеночку. Вот таким образом. Очень неудобно. Я вам покажу вот за эту. Вот так. Таким образом вводим спицу в петлю и подхват ниточки ниже спицы. И мы получили перекрещенную изнаночную петлю. Еще раз. Лицевая перекрещенная за левую стеночку, она у нас находится перед спицей. Подхват нитки ниже спицы. Получилась лицевая перекрещенная и изнаночная перекрещенная за левую стеночку, которая находится за спицей. Вот так. Подхват нитки ниже спицы. Перекрещенная изнаночная петелька у нас получилась. Лицевая за левую стеночку, которая находится спереди. И изнаночная перекрещенная также за левую стеночку, которая находится сзади. Перекрещенные бабушкины петли вязать очень неудобно, но все возможно. У нас последняя петелька. И посмотрим, что у нас получилось. Вот обратите внимание, у нас лицевые петельки все перекрещены слева направо. А в изнаночном ряду вот она, изнаночная петелька в изнаночном ряду она получается лицевой, она перекрещена справа налево. Но если смотреть по отношению к лицу, то лицевая перекрещена слева направо, а изнаночная перекрещена
справа налево, вот таким образом. То есть у нас перекрест здесь компенсируется. Лицевые так перекрещиваются, изнаночные так перекрещиваются. Перекрест лицевых и изнаночных компенсирует друг другу, и полотно косить не должно. А теперь мы провяжем перекрещенные петельки бабушкиными петлями по кругу. Когда мы вяжем по кругу, то лицевая у нас лежит не так, как при провязывании обратными рядами. Она у нас лежит правой стеночкой вперед. И чтобы провязать нам перекрещенную петельку, нам нужно провязать за заднюю стенку. Так. А изнаночная лежит левой стеночкой вперед. И чтобы провязать перекрещенную изнаночную петлю, нам нужно ее провязать за переднюю стенку. Вот таким образом. Лицевая за заднюю, изнаночная за переднюю. Перекрещенные петли очень легко вязать бабушкиными петлями по кругу. Но есть огромное но. Когда мы вязали этот образец, рассматривая ошибки при провязывании бабушкиных петель по кругу, я вам о них рассказывала. Обязательно посмотрите видео, ссылочку я вам оставлю. Из-за того, что у нас происходит перекрест, вот посмотрите, лицевая перекрещивается справа налево, а изнаночная, вот она, в изнаночном ряду она как лицевая, она перекрещивается слева направо, но по отношению к лицу она также перекрещивается. Вот так она перекрещивается, также справа налево. То есть получается у нас и лицевые перекрещиваются справа налево, и изнанка перекрещивается справа налево. И у нас происходит вот такой перекос, такое вот перетягивание вот этих всех петелек в одну сторону. И у нас получается вот такое кривое полотно. По кругу перекрещенные петельки бабушкиными петлями вязать очень легко, но это бессмысленно, потому что вот у вас все получится криво. Лучше вязать или восточными петлями, или западными петлями. 2 петельки, разделяющие ряд. И здесь я вяжу восточными петлями. Здесь петли повернуты к нам левой стеночкой вперед. И чтобы провязать перекрещенную петельку, нам нужно провязать за левую стеночку, которая находится впереди, и подхват нити происходит над спицей. И мы получаем перекрещенную лицевую петлю. А чтобы провязать изнаночную петельку, нам ее нужно провязать также за левую петлю, которая находится спереди, и подхват ниточки вот так ниже спицы. Лицевая. Изнаночная. Лицевая перекрещенная за левую стеночку. Изнаночная перекрещенная за левую стеночку. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. При провязывании перекрещенных петель восточным методом вязать более удобно перекрещенную изнаночную петельку. Вот, и посмотрите, что у нас получается. Лицевые петли перекрещены слева направо. Вот все лицевые петельки. 2 разделительные петельки. А здесь я вяжу западными или классическими петлями
Петля расположена правой стеночкой вперед, значит мне нужно провязать за заднюю стенку. Вот таким образом подхват нитки ниже спицы. И изнаночная расположена правой стеночкой вперед, значит провязать мне ее нужно за заднюю стенку, за левую. Вот таким образом подхват идет сзади петельку и накид ниточки на спицу. Вот мы получили перекрещенную лицевую и перекрещенную изнаночную петельку. Лицевая за заднюю стенку. Перекрещенная петелька получается у нас справа налево. И перекрещенная изнаночная петля. Перекрещенную изнаночную петлю классическим способом вязать тяжелее, а лицевая классическая перекрещенная очень легко вяжется. И вот смотрите, что у нас получилось. При классическом способе провязывания лицевые все перекрещены справа налево. При восточном перекрещены слева направо. А при бабушкином тоже перекрещено справа налево. И я вывела для себя такую вещь, что перекрещенными бабушкиными петлями вязать именно поворотными рядами тяжелее всего. В восточном методе проще вязать изнаночную перекрещенную петлю, а в классическом проще вязать лицевую перекрещенную петлю. Сейчас я провяжу несколько рядов и посмотрим, что же у нас получилось. И у нас получилась резинка 1 на 1 из перекрещенных петелек. И давайте посмотрим внимательно, как же они у нас перекрещиваются. Здесь мы вязали с вами классическими петлями, и все лицевые перекрещены справа налево. А изнаночная петелька, в изнаночном ряду она выглядит как лицевая, она также перекрещена справа налево. А по отношению к лицу она лежит в обратном положении, то есть слева направо. И петельки компенсируют друг друга, и перекоса полотна не происходит. То есть лицевая вот так перекрещена, а изнаночная в обратную сторону. И вот у нас получаются ровненькие перекрещенные петельки. Перекоса никакого не происходит. Вот здесь вы видите обычные петельки, не скрещенные, а вот здесь вот скрещенные петелечки. А вот здесь мы с вами вязали восточными петлями, и здесь петельки перекрещены лицевые слева направо. Все петелечки перекрещены в одну сторону. А на изнаночной стороне, вот она, изнаночная петелька, она также перекрещена слева направо, то есть также происходит компенсация петелек. Лицевая вот так лежит, а изнаночная вот так. И перекоса полотна не происходит. Это обычная резиночка и перекрещенная. Единственное, я заметила, что когда я вязала восточными петельками, у меня происходило расслаивание ниточки. Вот посмотрите, она как будто раскрутилась. И косичка у меня получилась какая-то такая, не знаю, неплотная, что ли. Какая-то вот классическими они вот у меня все закрученные ниточки. А
Здесь у меня нитка вся раскрутилась. Это, наверное, какая-то особенность скрутки нитки и провязывания именно восточными петельками. Если кто знает, напишите в комментариях. А вот здесь мы вязали с вами бабушкиными петельками. Смотрите, что у нас интересного произошло. Вот этот первый ряд, который мы с вами вместе провязывали, у нас петелька перекрещена была слева направо. А вот когда мы провязывали изнаночный ряд, вот эта изнаночная петелька, она у нас перекрестилась в другую сторону, справа налево. Следующая опять слева направо и справа налево. В этом у нас особенность бабушкиного способа, когда у нас все петельки переворачиваются в разные стороны, и поэтому перекручивание у нас происходит в разных рядах по-разному. С лица она выглядит так, и с изнанки она выглядит точно так же. Так как у нас петли лежат в разные стороны, у нас не происходит перекоса полотна, потому что они друг друга компенсируют. И вот резиночка не перекрещенными петельками бабушкиным способом, а вот это вот перекрещенные петельки. Решила я связать резиночку по кругу из перекрещенных петель классическими восточными способами. Не стала вам показывать, потому что петельки вяжутся точно так же. Вот эти петельки у меня связаны классическим способом, перекрест идет справа налево. А вот эти у меня связаны восточным способом, перекрест слева направо. Ничего здесь не перетягивает, очень красивая ровная резиночка получается. Вот это обычная резинка, а это вот с перекрещенных петелек. Очень редко, когда используются перекрещенные петельки. Я вот вязала носочки, вязала я его по мастер-классу. Здесь из перекрещенных петелек обрамляется вот такой вот жгутик и вывязывается клин подъема. Вот таким образом сделаны носочки были. Если я найду еще какие-нибудь узоры из перекрещенных петелек, я обязательно добавлю их в плейлист. И я очень рада, что вы вязали вместе со мной. И жду вас снова в гости на канал Клубок Желаний.